Если вы думаете, что купить криптовалюту с российской картой невозможно или слишком рискованно, то вы просто не знаете нормальные способы. Всем привет, вы на канале Алан Дэвис. Здесь мы затрагиваем тему инвестиций и способов заработка. Большинство людей боятся криптовалюты не из-за волатильности, они боятся момента покупки, боятся блокировок, боятся мошенников, боятся ошибиться. И это нормально, потому что покупка криптовалюты стала сложнее, особенно в последние годы. Сегодня я покажу, как пополнять криптовалюту максимально спокойно, без серых схем и без риска словить блокировку. Недавно я узнал про способ пополнения криптовалюты через дружественные биржи. Об этом я упоминал в своем прошлом видео. Кстати, посмотри его. Там я рассмотрел подавляющее большинство способов покупки криптовалюты, как пополнения, так и продажи криптовалюты. Ссылка в подсказках. Главная мысль в том, что сейчас вопрос не просто купить криптовалюту, а как это сделать безопасно. Без 115 ФЗ, без левых людей, без переводов, без ожиданий и желательно с карты. Потому что в 2026 году безопасность это не мелочь, а база. И я нашел очень интересное решение для себя. Это площадка Cipher Markets. Cipher Markets – это дружественная криптобиржа, которая позволяет пополнять счет напрямую с российской карты. Без танцев с бубном, без посредников. То есть главная мысль, что вы покупаете криптовалюту прямо со своей карты, а не переводите свои деньги каким-то непонятным левым лицам. Средства идут напрямую через биржу. Биржа белорусская, поэтому сотрудничает с Россией полностью, предоставляя способ пополнения через российские карты. Это очень важно. Давно такой возможности не было. Прям как на Binance раньше. Итак, сейчас мы переходим к моему компьютеру, и я досконально покажу, как это работает. Итак, сейчас я покажу наглядно, как выполнять криптовалюту через биржу Cipher Markets. Для начала вам стоит зайти на официальный сайт, ссылочка на который в описании. Также вы можете скачать приложение в Google Play Cipher Markets. Я думаю, что сейчас я выведу изображение, как оно выглядит. Вам это приложение точно понадобится, потому что через него вам стоит пройти верификацию. Но для начала нам нужно будет зарегистрироваться. Зарегистрироваться можем как на официальном сайте, так и в приложении, которое я уже говорил. После регистрации мы попадаем на торговую площадку данной биржи, которая, если честно, выглядит не особо понятно. Но для того, чтобы нам пополнить криптовалюту, для начала нужно пройти верификацию. И уже верификацию вы сможете пройти на своем мобильном телефоне. Приложение можете найти в Google Play, но вот насчет айфонов пока не знаю. Я слышал, что приложения на айфоне нет, поэтому придется проходить обязательно через Google Play. Либо же вы можете пройти через поддержку на официальном сайте, просто нажав сюда и нажав поддержка. Просто на официальном сайте я не нашел функции прохождения верификации. По крайней мере, я ее не видел. Возможно, она тут есть, но вам обязательно стоит пройти верификацию для того, чтобы пополнять счет. И после того, как вы прошли верификацию, вам нужно будет зайти во вкладку «Пополнить». Точнее, на кнопку нажать. И после этого вы сможете выбрать способ пополнения криптовалюты в своей валюте. Так как мы находимся в России, я хочу для переводов в рубли. И нам биржа предоставляет несколько вариантов, которые мы можем использовать для того, чтобы пополнить наш аккаунт. Тут есть платеж по реквизитам в Альфа-банке, Т-банк, ВТБ, ПСБ, QR-код для пополнения по реквизитам, пополнение из Альфа-банка РФ, пополнение из Т-банка, пополнение по СБП и моментальное пополнение из Цифробанка. Вы можете выбрать любой способ, который вас интересует. Но в пополнении по реквизитам обязательно смотрите на данные и обязательно укажите все именно так, как здесь написано, потому что иначе надо будет обращаться в поддержку и платеж ваш может зависнуть. Также смотрите на сроки зачисления по определенным способам пополнения. Вот, например, здесь написано, что если мы переводим по реквизитам в Паритет Банк, то, как правило, если денежные средства были отправлены до 13:00 по минскому времени, если что минское время и московское одинаковые, то они поступают во второй половине того же дня. У каждого способа пополнения свои могут быть загвоздки и свой срок зачисления. Давайте сейчас пополним счет на 10 тысяч рублей. Я предпочту использовать способ Т-банк, ВТБ, ПСБ, сгенерировать QR-код для пополнения по реквизитам. Также вы можете увидеть, что в каждом способе написана инструкция. И в некоторых способах есть также подробная инструкция по ссылке. Вот, например, в этом пополнении из Альфа-банка есть ссылка на инструкцию, где подробно расписано, как нужно пополнять правильно ваш счет. Итак, я оплатил только что на данный момент пополнение, и мы будем ждать его. А пока мы ждем, я хочу рассказать о том, что на данном сайте есть комиссии. Все-таки это не совсем идеальный способ для пополнения, потому что мы можем зайти снизу вот в кнопку тарифы и посмотреть, что здесь. На данный момент есть криптопара,
BTC. Например, у нас есть комиссия на криптофиатную пару, потому что сейчас мы пополняем в рублях, и, следовательно, нам нужно будет получить USDT, который мы можем вывести уже туда, куда нам нужно. И для того, чтобы нам обменять наши рубли, нужно будет купить доллары в будущем. И как мы видим, на данную операцию у нас есть комиссия 1,1%, что на самом деле не особо мало. А также при пополнении может взиматься комиссия, во-первых, на само пополнение, потому что на данный момент я заплатил 100 рублей за перевод в банк биржи. А также вот тут снизу еще написано банковский перевод на счета ООО «Цифроброкер» в банках России. Может взиматься комиссия 0,15%. Я, конечно, переводил в паритет банк, но, возможно, Цифробанк сотрудничает с этой биржей. Честно говоря, до конца не знаю, но, скорее всего, так оно и есть. У меня в городе есть этот Цифробанк, и через него, я так понимаю, комиссии нет. В общем, банк может взимать собственную комиссию, то есть комиссия от банка, плюс комиссия от брокера, плюс комиссия на пару. Выходит явно дороже, чем некоторые способы из того видеоролика, про который я уже говорил. Ссылочка в подсказках, напоминаю. Вот такой вот вариант. А сейчас мы ждем наше пополнение. Итак, я пополнил баланс на 9990 рублей. Наши доллары, а именно 126 долларов, появились у нас на балансе. И заодно сейчас расскажу некоторые вещи, которые со мной произошли. Первый раз я платил не совсем правильно и не заметил такую строчку, что нужно было указать назначение платежа. В связи с этим деньги вернулись ко мне на баланс. Они просто не принялись с самой биржей и отправились мне обратно. Далее я использовал пополнение по СБП, то есть я написал в поддержку, мне выдали QR-код, и в течение 3 часов деньги были зачислены на мой баланс. Все-таки это не так мгновенно, как хотелось бы. Однако довольно быстро. Итак, после того, как мы получили наши деньги, теперь нам нужно их обменять на USDT, то есть на цифровой доллар. Для этого нам нужно нажать на кнопку «Обмен». И также для подтверждения каких-либо действий на сайте нужно обязательно открывать сессию безопасности. Это делается через мобильное приложение на телефоне. Следуем инструкции. Замечательно. И после этого открывается окно, где мы можем обменять наши рубли на USDT. Указываем количество, которое мы сможем купить. И получается, что после обмена 9990 рублей мы получим 125 долларов. Покупаем. И после этого наш ордер исполнен. Видим справа, что статус приказа выполнен. И теперь у нас на балансе 125 долларов 71 цент в цифровом эквиваленте. И после того, как мы обменяли наши USDT, нам нужно всего лишь их вывести. Нажимаем кнопку «Вывести», выбираем на крипто кошелек и выбираем наши USDT, которые мы можем вывести. Максимальная сумма 124, набираем и выбираем сеть для вывода. Я хочу, например, вывести с помощью сеть Tron. Читаем описание, которое снизу. И нажимаем кнопку «Продолжить». И нам остается всего лишь указать наш криптокошелек, на который мы выведем деньги. Также видим, что у нас есть комиссия на вывод. Она довольно большая на самом деле здесь. По крайней мере для сети Tron. Не знаю, как насчет других криптовалют, поэтому будьте аккуратнее. Потому что конкретно я хочу вывести на сеть Tron. И некоторые сети могут быть недоступны, если, например, вы используете какие-то конкретные криптокошельки, в которых, ну, например, сети разнятся, и там нельзя обменять, как на бирже, например. Но сейчас конкретно я ввожу чисто для примера на Tron кошелек, который у меня находится на OKX. Итак, вводим наш кошелек и нажимаем кнопку «Далее». После этого обязательно проверяем наш адрес, который вы ввели, на его правильность. Ставим галочку и вводим код подтверждения, который отправится вам на почту. Подтверждаем операцию. И видим, что наш вывод средств на данный момент в обработке. Ожидаем его. И проходит совсем немного, прошло 4 минуты, тут хоть и написано, что обработки, но на данный момент я вижу, что на телефоне денежки уже пришли. Надеюсь, будет видно. Статус получено. Ладно, в общем, скриншот. Деньги уже зачислены. Баланс пустой на нашем сайте. Мы безопасно задепозитили нашу криптовалюту. Что ж, давайте поговорим о плюсах и минусах данной биржи. Начнем с плюсов. Первое – это прямое пополнение с карты. Вы не переводите деньги какому-то неизвестному человеку, как это происходит на P2P, вы платите напрямую бирже. Это уже совершенно другой уровень риска. Точнее его отсутствие. Есть чек, есть операция, все легально. Никаких «а вдруг это чужой счет», черных треугольников, прочих историй. Для меня это реально огромный плюс. Я давно не видел таких способов. Второе – это низкий порог входа. Пополнять можно практически с любой суммы. Не нужно собирать очень огромную сумму, как, например, в офлайн-обменнике, чтобы зайти. Для регулярных небольших покупок это очень удобно. Третье – это поддержка. Когда я обращался с своей проблемой, мне ответили буквально в течение 10 минут. Это хороший уровень.
Но важно понимать, что я писал именно в рабочее время. Это стоит учитывать. А теперь к минусу. Тут их на самом деле тоже хватает. Как и в любом способе покупки криптовалюты, первый и самый очевидный — это комиссии. Комиссия на пополнение, комиссия на торговлю, комиссия выбранного способа и плюс еще комиссии сети при выводе. Причем достаточно крупные. В нашем примере при пополнении на 9990 рублей я в итоге получил $114.29 USDT. Что на данный момент при съемке это 8874 рубля. А разница ощутимая, если честно. Уверен, есть способы дешевле, чем этот. Второй минус — это скорость. Ждать все равно придется. В лучшем случае около часа, в худшем до 2 дней. Если, например, вы сделали пополнение вечером в пятницу. Это долго, особенно если учитывать, что нужно срочно зайти в рынок. Если, конечно, такая ситуация. Третий момент — это верификация. На бирже нужно проходить KYC. Для кого-то это не проблема, а для кого-то это принципиальный момент. Меня, если честно, этот вопрос не смущает, но вам судить. Еще один фактор — это низкая популярность. Биржа не топ-1 по рынку. Если честно, я думаю, что вы ее вообще не знаете. А значит, уровень доверия ниже. Да, сами платежи безопасные, но от того, что любая платформа теоретически может закрыться, никто не застрахован. В итоге мы имеем дополнительный способ пополнения криптовалюты и можем использовать данную биржу как отдельный способ пополнения для небольших сумм, например. Но нужно понимать все риски, комиссии, условия, и нужно понимать, что это за проект. Я вам продемонстрировал, как я его использовал. Делать это вам, решайте сами. Помимо этого я хочу сказать, что не рекламирую данный проект, и есть и другие биржи подобного формата. Моя задача показать вам способ, пример то, как я его использовал сам, а то, как сделать вы, решайте сами. Если видео было полезным, то ставь лайк. Пиши обязательно в комментариях, каким способом ты покупаешь и продаешь криптовалюту. Интересно почитать опыт. Не, серьезно. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Здесь я регулярно разбираю инвестиции, криптовалюту, а также всякие полезные вещи. На канале уже много видео, поэтому советую ознакомиться. Главное понимать, что ты делаешь и зачем. Тогда проблем не будет. До скорого.